Всем привет, вы на канале NaviVS, и сегодня мы разберем ежемесячный финал, который проходил в EMEA регионе, и мы в нем участвовали на прошлых выходных. И сегодня у вас будет возможность узнать, что же было интересного в этих матчах, что мы о них думаем, как все обстояли там дела, и весь, так сказать, инсайт внутри матча. Если говорить про первый матч против Humble очень хорошая команда, и они готовились очень плотно к этому матчу, потому что вообще в целом это был единственный шанс отобраться на чемпионат мира, и это было понятно, что нельзя их списывать со счета и, конечно, расслабляться тем более. У нас была первая игра, это Shooting Star, падающая звезда Баунти, и на этой карте у нас в первой катке, как я помню, были небольшие проблемы именно с решающим моментом, который был в конце. Джин, который был у Humble, очень хорошо зонит, просто не дает хилиться, мы были вынуждены держать наш контроль. Единственная звездочка, которую мы забрали, мы ее сохраняли до последнего, до тех пор, пока не пришел Джин, который был с ультой. В принципе, когда он уже поменялся стороной с Бель, нам было понятно, что у него ульта уже очень близкая, потому что мы также знаем этого игрока, который на нем постоянно играет. Он всегда оставляет небольшую тычку для того, чтобы ульту накопить и сразу затянуть. И мы к этому были готовы, но среагировать именно в сам матч, в сам момент мы не успели, и поэтому был пул, был килл, и мы потеряли преимущество в счете, пацаны ушли на деф, и все, забрали первую игру. Во второй игре мы это уже понимали, мы, в принципе, подготовили вариант, как можно будет реагировать, если события пойдут так же, но проблема была в другом. Они уже были более готовы к самому началу игры, и в этом начале они жестко навалились, когда мы забирали первую звезду. Потом Бель с левой стороны очень много накидал дамага, мы потеряли килл, и в итоге типы забрали преимущественный счет, потом ушли в деф, и ясно было то, что с таким, так сказать, рейнджем у них есть Джин, у них есть Брок, у них есть Бель, все очень дальние персы. Нам было тяжело с ними стоять, там все было в ловушках, и мы добраться уже до них не смогли, так мы отлетели 0-1 по сетам, и, в принципе, начало было очень плохое. Дальше была карта сейф, очень хороший сейф, мы его тоже много тренировали. Многое, конечно, будет решаться, без разницы, как ты тренируешься, что ты именно делаешь, все решаться будет именно в самой катке, когда ты увидишь баны, когда ты будешь уже выбирать пики и в целом соберешь свой пик, увидишь их пик. И у нас был на тот момент очень хороший пик, потому что есть хороший дамаг, есть хороший деф, есть также Джанет, которую многие в чате не понимали, почему она есть, но она очень сильно контролит, у нее есть перепрыжка, она может залететь на центр, сидеть там, постоянно залетать, прятаться в углу. Она не делает капитального дамага, как это может сделать, например, тот же Дэрил, который залетает и там с гаджета сносит полсейфа, но Джанет может очень сильно кошмарить и постоянно не давать переходить в атаку и всегда сидеть в обороне. И это очень важный пункт, который тоже во многом зарешал. Также у нас была пчела, которая отлично дефает, и их Бонни, которая залетала, очень много делала дамага. Но если говорить про первую катку, то там был очень опасный размен, счет был очень близкий, и мы практически уже могли выходить на матч-поинт, то есть соперники уже были очень близки, чтобы победить, но мы собрались, мы эту катку камбэчнули. После первой катки мы сделали работу над ошибками, и во второй игре мы немного поменяли, так сказать, адаптацию под их пик, уже не давали так легко подбираться к нашему сейфу, уже в основном все происходило у их стороны. И это нам помогло затащить, и вторая катка была уже более уверена. Мы забрали сейф и отправились в третий режим, это нокаут. В нокауте мы решили сыграть от раскрытия, потому что у соперника был Рика, и если не ломать эти домики в нокауте, которые именно мы играли, Белисрок, то там будут проблемы. Этот рикошет, он будет накиливаться, он сильно очень подожмет. Если тебя подожмут и дальше уже будет сзади дым, то, понятное дело, у тебя будут большие проблемы. Поэтому мы взяли Грифа, мы раскрыли два наших домика. Рика на тот момент уже стал на 50% бесполезным, была надежда именно на Макс и на Отиса. Это два очень хороших перса, которые на скорости могли бы в принципе залететь, дать ульту, кого-нибудь отключить и снести. Наша главная задача была вот не допустить этого момента. Разобрали мы, по-моему, одного, потом забрали второго, остался один Рика, и мы его уже добили. И в принципе первый сет в таком же ключе прошел. Точнее, первый раунд мы его забрали, остается уже еще один раунд забрать, и это наша победа в матче. Что они начали делать? Они начали реагировать на это и не давать нам постоянно ломать эти домики. Они пытались сразу забегать, подкидывать гаджет и заставить нас отойти назад, занять контроль и уже оттуда разбить. Но после того, как мы чуть пережили этот натиск, мы дали, по-моему, килл по Макс, они остались 3-2.
когда уже карта снова была раскрыта, уже, в принципе, самое главное, как я уже и до этого сказал, главное не допустить никакую ошибку, просто грамотно отыграть. И так и вышло, мы забрали Макс, забрали Отиса, и после этого остался Рикошет, который в 3-1 уже остался без шансов, и это была уверенная победа в нокауте. Если говорить про первый сет, да, всякое случается, и Shooting Star это очень такая прикольная карта, тоже пиково зависимая, и вот от этих обстоятельств пришлось нам играть, выбираться, но мы не тильтовали, все было отлично, потому что были уверены, что все впереди, и мы это сделаем, и поэтому мы победили и отправились дальше уже в следующий матч. Всем привет, ребят, это я, Алекс, и сегодня я бы хотел с вами поговорить о наших ежемесячных финалах, а именно матче против СК, который мы сыграли 3-2, к сожалению. Ну как, к сожалению. Мы, конечно, выиграли, но мы могли их 3-0 закрывать. Но давайте рассмотрим полностью матч. Первый сет был Center Stage, Brawl Ball. Мы их закрыли, получается, их же пиком, которыми они нас закрывали. Это Бо, Гейл и Эш. Ну, Эш не было, но мы Бо Гейла брали. Это их два мейн-перса, поэтому мы их ними и закрыли же. И все, это 2-0 было. Это вообще спокойная игра для нас, хорошо очень начали. Дальше шла карта Safe Zone. У нас был Макс, Амбер, Брок. У них был Бит, Беа и Бонни, по-моему. Тоже там очень равные бои были, но мы все-таки их одолели, выиграли. И все, уже еще 2-0 нужно было закрывать. Но все пошло не по плану. Дальше идет Канал Гранд карта. И там нас СК закрывают просто, даже не ласт-пиком, а просто берут себе третьим персом Сэма, на которого мы отвечаем Лу. И в итоге у нас просто не хватает дамага и контроля по этому персонажу. И все, он выносит троих, бегает спокойно себе, чилит там, расслабляется и все. Это уже 2-1. Дальше идут гемы. Майнкарт Madness, вагонетка без тормозов. И, к сожалению, мы выиграем первую игру, вторую тоже почти выиграем. Но там из-за одной маленькой ошибки мы проигрываем. И остается, получается, пятый режим, который называется Dueling Beatles. Это очень наша сильная карта SK Gaming. Начинается жесткая заруба. Мы пикаем Поко, Газ и Ву. Наши противники пикают Джанет, Гейл и Пэм. Выигрываем первую игру в решающем сете, потом проигрываем одну, потому что неправильно разошлись. Потом принимает Селеви решение пустить Ярика на Луна мид, чтобы он перебивал Гейла и ульту себе быстрее навел облайны, а меня поставить на лайн. И все, это решение выиграло игру, мы выигрываем 3-2 SK Gaming, хотя могли 3-0 закрывать. И как-то вот так. Ну, конечно, обидно, что не 3-0. Ну, все равно нормально, 3-2. Поэтому как-то вот так. Ну что, ребят, пришла моя очередь рассказать свои мысли о каточке против Трайб. Вдруг кто-то не знает, мы проиграли Трайб со счетом 3-2. В финале выиграли СК, выиграли Humble и проиграли Трайб. Получается, там мы начинали со счетом 0-2 лузать, потом сделали 2-2 и проиграли со счетом 3-2. Чтобы вы понимали, вот эти как раз таки первые две мапы, которые мы слили, были те мапы, к которыми мы были максимально готовы по пикам индивидуально, и до этого в принципе их играли, но так получилось, что мы их проиграли. Не буду говорить, что из-за пиков, скорее всего, Сева отличнейшие пики просто давал, просто мы именно на эти карты не отыграли в тот момент. Потом, получается, мы две мапы отлично сыграли, закомбэчили, был счет 2-2. Потом пятая мапа, забираем первую игру, остается просто дожать, забрать и вторую, но это пошло не по плану. Получается, мы забираем первую, потом вторую лузаем, и в третью, по моему мнению, надо было просто ходить Бонни на рикошета. Мы недопоняли друг друга и стали ходить дальше Бонни на Пайпер и Джанет на рикошеты, если не ошибаюсь, так как не помню пики, но вроде бы так. И просто в конце Отис дает меня ульту, я не могу прыгать, и, к сожалению, заканчивается каточка со счетом 2-3 в их пользу, но по моему расчету
Мы должны были, конечно, заканчивать 3-0 от силы 3-1, так как мы собрали мапы, к которым вообще не были готовы. Тот же Out in the Open, мы вообще его не тренили, но получилось так, что мы забрали, потом 2 свои мапы отдали, так что, не знаю, должно было быть счет 3-0 или 3-1, так что это мои мысли, ребят. Спасибо огромнейшее за просмотр, не забываем обязательно ставить лайкосик, подписаться на канал, написать комментарий. С вами была команда Нави, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.